Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, любители выращивания гортензий. В этом видео я вам расскажу причину засыхания, или увядания побегов гортензии. Часто такое явление происходит. На самом деле спрашивают меня, задают такие вопросы. Вот вроде все хорошо, побег хорошо развивался весной, кустик был обрезан и почки начали набухать, но потом внезапно по какой-то причине почки начинают засыхать, листики вянут, и целый побег просто-напросто засыхает. Да? Вот в чем дело, почему такое явление происходит. И тут две причины за этим кроются. Одна связана с человеческим фактором, и вторая причина, конечно, природный фактор. Такое явление бывает, и сейчас я вам об этих факторах расскажу и почему это явление происходит. Для этого мне придется, конечно, встать на коленки. Вот я приготовил такую вот здесь пластиковую подстилку, чтобы не ногами на землю вставать. Кстати, я вам сейчас показываю сорт метельчатой гортензии Вимс Ред. Это один из самых ранних сортов гортензии в моей коллекции. Гортензии метельчатой. Вот смотрите, сейчас конец июня, нахожусь я в Московской области. В этом году у нас гортензии цветут рано, потому что погода теплая стоит, цветение будет раннее. Ну что ж, сейчас встану на коленки и покажу вам причину засыхания побегов гортензии. Основная причина засыхания побегов метельчатой гортензии в летний период – это повреждение коры на этих самых побегах. И происходить это повреждение может в результате покоса триммером, когда мы косим триммером. Бывает так, что близко подходим к растению, да, и вот эта леска, она задевает побег гортензии, сдирает кожицу, и побег перестает получать питание от корневой системы, нарушается питание, и, соответственно, листья засыхают, побег засыхает. Частое явление, поэтому, когда вы косите траву под гортензиями с помощью триммера, обязательно оставляйте вот такой вот запас травы, который придется, конечно, выпалывать вручную, как это делаю я. И еще одна причина часто также бывает, это уже повреждение зимой. Зимой лопается кора на побегах прошлогодних, на штамбах лопается кора отслаивается. Это уже ничего здесь не сделаешь, погодные явления, перепады температур в зимний период, особенно в конце зимы, когда приходят оттепели и температуры колеблются, происходит таяние снега, переувлажнение. В общем, появляется растрескивание коры. Многие считают, что ничего страшного. В некоторых случаях побеги затягиваются, то есть растение себя исцеляет само, появляется новая кора на стеблях. Но очень часто, что растение не может залечить себя само, и, к сожалению, тут уже стебель, побег засыхает. Ничего страшного в этом нет. Единственное, это, конечно, не будет такое цветение пышным, просто побег нужно будет отрезать ниже места повреждения коры. И растение дает молодые побеги, почки просыпаются спящие, и, в принципе, все хорошо на следующий год цветет. Вот основная причина засыхания побегов метельчатой гортензии. Весенний период, скажем так, это может происходить в мае и даже в июне при повреждении побегов механическим способом. Всем большое спасибо за просмотр, хорошего вам цветения.